Всем привет! Просто натрите один кабачок. Такой вкуснятины я еще не готовила. Кабачки вкуснее мяса и лучше, чем пицца. Давайте приготовим. Беру один кабачок среднего размера и натираю на крупной терке. Натертые кабачки перекладываю в миску. Добавляю немного соли, буквально половинку чайной ложки, и перемешиваю. Друзья, это очень простой, быстрый, вкусный и полезный рецепт из кабачков. Обязательно поделитесь им с вашими друзьями. Один помидор среднего размера или несколько штучек помидоров черри нарезаю небольшими тонкими ломтиками. Половину помидоров пока отложу в сторону, они нам понадобятся чуть позже, а оставшиеся помидоры добавляю в миску к кабачкам. Сюда же вливаю 4 яйца. Приправляю кабачки сушеной петрушкой, укропом или орегано, а также добавляю немного чесночного порошка, очень его люблю, использовать вместо свежего чеснока. Также немного сладкой копченой паприки не помешает, блюдо получится еще более вкусным, с ярким насыщенным вкусом. Соль и перец добавьте по вкусу. Теперь все хорошо перемешиваем. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я всегда рада читать вашу обратную связь. Небольшой пучок свежего укропа, петрушки или зеленого лука мелко нарезаю. Вот так можно еще посильнее измельчить при помощи ножа, а также для нарезания зелени вы можете воспользоваться обычными ножницами. Добавляю петрушку к кабачкам и еще раз перемешиваю. Беру сковороду, наливаю немного растительного масла. Вместо растительного масла вы можете взять кусочек сливочного. Хорошо смазываю сковородку, чтобы ничего не прилипло. И выливаю массу из кабачков на сковородку. Вместо сковородки вы можете взять обычный противень или форму для запекания. Стеклянная форма тоже подойдет. Равномерно все распределяю. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. Отправляю пиццу в духовку и запекаю 20-25 минут до красивого золотистого цвета. Пока печется пицца, натираю небольшой кусочек сыра. Сыр можете взять абсолютно любой, главное, чтобы он хорошо плавился. И за 5 минут до готовности посыпаю пиццу сыром. А сверху выкладываю кружочки помидоров, которые мы с вами заранее нарезали. Как я уже говорила, вместо помидора черри вы можете взять обычный помидор. Вот такая красота получается. Присыпаю еще немножечко сверху сыром, чтобы получилась вкусная, аппетитная, золотистая сырная корочка. И отправляю в духовку еще буквально на 5 минут, чтобы сыр расплавился. Вот такая вкуснятина у нас, друзья, получилась. Уже не терпится попробовать. Аромат стоит просто потрясающий, и аппетит разыгрался не на шутку. Такая пицца из кабачков не займет у вас много времени, вы легко приготовите ее для завтрака, обеда или ужина. И к тому же это блюдо из кабачков получается очень полезным. И я думаю, что вы будете готовить кабачки по этому рецепту все лето. Друзья, если вы любите блюда из кабачков, пишите в комментариях «хочу кабачки», и я буду чаще вас радовать такими простыми, быстрыми и вкусными рецептами. Посмотрите, вот такая вот красота получилась. Пицца получилась невероятно нежной, пышной, воздушной, без муки. Сплошная польза и никаких калорий. С такими простыми и вкусными рецептами из кабачков вы, я уверена, не только похудеете, но будете прекрасно выглядеть, прекрасно себя чувствовать, а еще и это очень-очень вкусно, друзья. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, а с вами была Олеся на канале Готовим дома. Желаю вам приятного аппетита и жду вас в моем новом вкусном видео.